Линда уже надеялась на то, что сможет спокойно покинуть приют для животных, но у ее маленькой дочери были совсем другие планы. Девочке приглянулась собака, которой не здоровилась. Питбуль выглядел ужасно, такое зрелище было трудно выдержать и людям, и другим животным. Линда вместе с ребенком выбирали четвероногого друга в питомнике. Женщина все изучила и полагала, что они пойдут в следующее место, где смогут посмотреть и других претендентов на эту роль. В этом питомнике тоже хватало милых зверят, но двухлетняя дочка Линды по имени Мия была прикована своим вниманием именно к питбулю, который нуждался в лечении. Женщина всячески пыталась отвлечь ребенка, обращая ее внимание на других взрослых собак и маленьких щенков, но все ее попытки были напрасными. Линду крайне смутил выбор дочки. Она упорно не хотела мириться с ее решением, и на то было сразу несколько веских причин. Женщине никогда не нравились собаки этой породы, ни внешне, ни по характеру. А еще именно о них часто писали в статьях, как об одних из самых агрессивных домашних животных. Второй причиной была болезнь пса, из-за которой страдала и внешность животного. Зачем матери обрекать свою дочь на проблемы и опасность? А вот Мия не видела в питбуле ничего страшного. За все время пребывания перед клеткой животного девочка лишь умилялась собакой. Линда понимала, что переубедить малышку вряд ли получится. Но как ей отважиться на такой рисковый шаг? Завести в доме свирепое животное и постоянно трястись за безопасность ребенка? А как оставить их наедине без присутствия взрослых? Линда ведь не могла всегда находиться рядом с дочкой. В любой момент такой пес может повести себя непредсказуемо. Мия наверняка захочет играть со своим новым другом. А если питбуль укусит девочку или травмирует ее каким-либо другим образом? Женщина с трудом отбивалась от жутких мыслей, когда представляла в своем доме такого питомца. Питбуль выглядел отвратительно. Конечно, его нужно было подлечить, искупать, привести в порядок, но загвоздка также заключалась в особенностях внешности самой породы, которая не нравилась женщине. Линда могла бы взвалить на свои хрупкие плечи уход за этой собакой, но там предстояло столько работы. У питбуля было слишком много проблем со здоровьем. Отправляясь в питомник, Линда красочно представляла себе, как они с маленькой Мией выберут милого щенка и отправятся вместе с ним домой. Однако ее двухлетняя дочь облюбовала взрослую и больную собаку. Мия так сильно мечтала о четырехлапом друге. Девочка с рождения видела нескольких красавцев-питомцев на соседском участке. Они каждый день забавлялись с хозяевами, а малышка могла наслаждаться этим милым зрелищем из окна. И мечтала. Мама пообещала ей купить собаку, как только подвернется подходящий момент. И вот тот день настал. Линда хотела, чтобы ее малышка имела дело с щенком, так Мия точно бы справилась в вопросе ухода за новым другом. С маленькой собачкой они бы могли расти вместе. Теперь планы Линды были нарушены. Женщина затеяла разговор с работником приюта для животных, чтобы побольше узнать о питбуле. Выяснилось, что организм пса пострадал от нескольких заболеваний. Чем больше подробностей рассказывал сотрудник, тем сильнее росло отвращение к питбулю со стороны женщины. Линда старалась не подавать виду, но на уровне мыслей и ощущений это было неизбежно. Женщина была далеко не робкого десятка, она не пугалась самих фактов. Ей просто было неприятно это слышать как матери, она хотела для своей дочери лучшего. Ее воображение сразу рисовало неприятные картины, связанные с безопасностью ее ребенка. Собаку ей было искренне жаль. Питбуль выглядел печально, болезнь измучила животное. В приюте ему давали специальные лекарства, но недуг не отступал. Работник приюта вкратце рассказал Линде о тяжелой судьбе собаки и о том, как она попала к ним. Пса по кличке Тайси просто выбросили на улицу, когда поняли, что он родился не таким красивым, как щенки из того же помета. Этот малыш действительно выглядел не лучшим образом. А когда его подобрали, он уже успел подхватить несколько инфекций. Однажды Тайси даже забрали в семью, но добровольцев хватило всего на несколько недель. Новые хозяева не смогли выдержать удрученного состояния своего нового питомца. В приюте им объяснили, что это связано с потерей хозяина, но те не хотели ничего слышать. После такого возврата Тайси стал еще более хмурым, замкнутым и отстраненным. Он почти всегда находится в своей клетке, никак не взаимодействует с другими собаками. А болезнь продолжает подъедать его силой день за днем.
Работник сообщил Линде, что недуг не представляет собой что-то страшное. Нужно, чтобы Тайси был подвижным, жизнелюбивым и счастливым, а для этого ему не хватает любви. Линда также узнала о том, что Питбулю может помочь платная операция. В приюте не смогли оплатить такую услугу, поэтому ограничились выдачей лекарственных средств. Из-за этого Питбуль продолжает болеть и выглядит плохо. Обычно люди проходят мимо его клетки, когда посещают приют. Если заболевание продолжит прогрессировать, собаку придется усыпить. Пес не сможет справиться без помощи людей. Так рассуждали работники приюта. Это очень печально, но питомцев было много и невозможно было помочь каждому. И только маленькая девочка Мия остановилась у клетки питбуля и просидела здесь очень долго, уговаривая маму забрать собаку к себе домой. Женщина продолжала следить за поведением дочки. Она поняла, что девочка уже приняла решение своим добрым сердцем. Мия хотела по-настоящему подружиться с Тайси и даже выпросила, чтобы им позволили поиграть в стенах приюта. Работник отворил клетку питбуля, но дальше случилось то, что ужаснуло многих. Как только зазвенел засов, пес испуганно попятился вглубь клетки, не подпуская к себе человека. Еще один сотрудник приюта решил помочь своему коллеге, и Тайси взвыл на все помещение. Линда попросила прекратить это. Женщина не хотела, чтобы собака чувствовала себя плохо. Работники пожали плечами и отправились на выход, но закрывать клетку не стали. И вдруг произошло то, что никто не мог предсказать. В клетку осторожно вошла маленькая Мия. Девочка вела себя естественно и дружелюбно. Она разговаривала с Тайси своим тонким и озорным голоском, а по животному было видно, что его состояние меняется. Питбуль выглядел несколько расслабленно и уже не боялся. Мия не стала подходить совсем близко, а присела на корточки посередине жилища Тайси. Она лишь подозвала Питбуля на тот случай, если тот захочет подойти и познакомиться с ней. Девочка протянула руку и принялась ждать. Линда и работники приюта не смогли сдержать своего удивления. Немного замешкавшись, Питбуль отправился к Мии навстречу. Пес приблизился к девочке и обнюхал ей ладошку. В этот момент Линда поняла, что Тайси– очень добрая собака, не способная на те жуткие вещи, которые обычно рассказывают о таких породах. Пес выглядел максимально безобидно. А еще он был слаб и нуждался в помощи и любви. Через пару мгновений после знакомства Тайси принялся облизывать руку девочки. Мия пребывала в полном восторге. Девочка так обрадовалась случившемуся, что принялась гладить собаку так, будто знала ее всю свою жизнь. А сейчас женщина уже набрасывала в своей голове примерный план дальнейших действий по усыновлению и лечению Тайси. Чуть позже с Линдой заговорил еще один сотрудник приюта. Он сказал, что никогда не видел этого питбуля таким счастливым. Раньше он был похож на мрачную тучу, но теперь произошло невероятное. Маленькая Мия словно реанимировала своего нового друга, буквально одним своим появлением. Женщина понимала, что судьба Тайси теперь в их руках. Она отправилась в кабинет руководству приюта, чтобы детально обсудить насущные дела со специалистом. А в это время Мия продолжала быть в компании Питбуля, которому повезло испытать прилив силы и вдохновения благодаря маленькой девочке, заглянувшей в приют в поисках домашнего любимца. По правилам этого приюта, больная собака не может быть передана в руки новым хозяевам до прохождения операции. Линда согласилась оплатить все расходы, связанные с лечением Тайси, поэтому впереди предстояло важное событие. Через 2 дня Линде позвонили из приюта и попросили забрать собаку домой в виде исключения. Дело в том, что после их отъезда Питбуль начал чувствовать себя плохо. Он постоянно скулил, грустил, отказывался от еды. Работники поняли, что он успел привязаться к своей новой маленькой хозяйке и хотел оказаться рядом с ней. Работники посчитали, что больной собаке будет намного лучше со своей маленькой хозяйкой, чем в клетке в одиночестве. Женщина обрадовалась возможности забрать Тайси. Питбуль обрел новый дом, а уже позже решался вопрос о его лечении. В новой семье Питбуль чувствовал себя счастливо, но лишь отчасти. Линда понимала, что заболевание пса не даст ему покоя, поэтому она позаботилась о том, чтобы дата операции была назначена как можно скорее. А пока что Тайси купался в любви своих новых хозяев, что тоже служило неплохим лекарством от хандры. Линда привела пса в порядок своими силами, Тайси стал выглядеть куда более привлекательно, чем раньше. Маленькая Мия стала для Тайси путеводной звездой в его жизни.
Она появилась в приюте одним прекрасным утром и сумела повлиять на решение матери. Так Питбуль перестал жить в клетке, пес стал настоящим другом для всей семьи. Раньше Тайси пребывал в ужасном состоянии, и речь шла не только о его расположении духа. У него были серьезные проблемы со здоровьем, с которыми едва справлялись работники питомника. Щенком ему довелось пережить непростые времена, какое-то время он жил на улице, где и подцепил сложные инфекционные заболевания. На него было трудно взглянуть без жалости и отвращения. Посетители приюта испытывали по отношению к Тайсе примерно такие ощущения, когда видели в клетке мрачное больное животное. Никто не хотел брать питбуля к себе домой, а уж тем более платить большие деньги за его лечение, ведь врачи не давали никаких гарантий на полное выздоровление. И только Мия и Линда, два человека с добрыми сердцами, отважились на этот важный шаг. В скором будущем Тайси пройдет лечение и сможет чувствовать себя гораздо лучше. Он уже идет на поправку, ведь его окружили заботой, уходом и вниманием. Последнее слово останется за врачами. Вот так бывает, что маленькие дети способны по-настоящему понять другое существо и установить с ним тесную связь дружбы и любви.